Вы часто испытываете тревогу. Если я вас спрошу, почему, то вы мне выложите 1000 абсолютно логичных объяснений. После каждого аргумента вы потребуете подтверждения, что это правильно ведь, так и надо. Вы беспокоитесь о здоровье ребенка или питомца. Вы тревожитесь о том, что может случиться дома или на работе. Вы нервничаете о социальной и политической ситуации. Ведь это правильно. Ведь все об этом тревожатся. Ведь нормально об этом беспокоиться? Нет, не нормально. Скажу больше. Ваша тревожность первична. Сначала возникает тревожность. И только потом вы находите причину для беспокойства. Если какое-то время такая причина не находится, то мы начинаем искать в себе дар предсказателя. Я предчувствовал что-то. Я знал, что что-то случится. И вы подгоните под объяснение любой факт. Наши эмоции не имеют никакого отношения к окружающему миру. Эмоции вне нас не существуют. Тревожность – это не более чем одна из эмоций. А зачем нужны эмоции? Какую роль в эволюции они играют? Это канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис» и я, ее ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. На этом канале я рассказываю о практическом, прикладном значении этой модели. Как знание принципов работы нервной системы поможет вам наполнить свою жизнь радостью и спокойствием, энергичностью и уверенностью в себе. Наша нервная система – это электроприбор. Задача этого электроприбора – генерировать и использовать электрический ток. Каждый электроприбор просто обязан иметь в своем составе предохранители, индикаторы количества электричества. В живых организмах таким индикатором циркулирующей электроэнергии являются эмоции. Все, что они делают, это показывает количество электроэнергии, поступающей в центральную нервную систему в данный конкретный момент. Чем больше нервных электрических импульсов циркулирует в нервной системе, тем более мы энергичны и счастливы. И наоборот. При низком уровне энергопотребления мы опустошены и глубоко несчастны. С этой позиции тревожность не более чем определенный показатель на индикаторе. Почему некоторые люди вообще не знают, что такое тревога? Кто-то лишь иногда испытывает эту эмоцию, а иные тревожатся обо всем и всегда. Если продолжить сравнение с электроприбором, то каждый участок нашего опыта, нашей памяти – это рефлекторный комплекс. Электрическая цепь, несущая в центр определенное количество электроэнергии за счет постоянного электрического сопротивления этой цепи. Поэтому каждое наше воспоминание окрашено своей эмоцией. Одно воспоминание вызывает грусть, другое – ужас, третье – радость. Сколько электроэнергии поступает в мозг в конкретный момент, такую эмоцию мы и испытываем. Поэтому можно говорить о среднем эмоциональном уровне. Какое количество электрических сигналов поступает в мозг в среднем? Если ваш средний уровень тревожность, то вы и будете ее испытывать большую часть времени. Внешние же факторы будут играть только роль триггеров. Ключей, запускающих ту или иную электрическую цепь. Какие способы борьбы с тревогой вы знаете? По сути, только один. Заставить себя перестать тревожиться. Доказать себе, что это не имеет смысла. Постоянно иметь подтверждение, что оснований для тревоги нет. Например, один из таких советов. Если вы переживаете о возможно включенном утюге или незакрытой двери, то фотографируйте перед выходом объект тревоги. Не поможет. Да, вы не будете беспокоиться об этой ситуации. Точнее так, поможет только в том случае, когда это единственная беспокоящая вас ситуация. Если таких ситуаций больше одной, то речь идет уже о среднем эмоциональном тоне вашем. Как я сказал, наши эмоции – это индикатор, показатель. Первичный будет уровень энергопотребления нашей нервной системой. Как часто вы слышали сами и говорили окружающим, что это не стоит беспокойства. Не волнуйся, don't worry, be happy. Хоть раз это кому-нибудь помогло? Никому и никогда. Потому что вы боретесь с индикатором, а не причиной. Если вы приклеите стрелку показателя уровня топлива, количество бензина в баке не увеличится. Единственным существующим работающим способом является попытка переключиться на более счастливые воспоминания, отвлечься. Переключиться на электрическую цепь с более низким электрическим сопротивлением. Цепь, по которой проходит больше электроэнергии. Очень важный момент, что воспоминания должны быть более счастливыми. Потому что наш мозг предпочитает пользоваться тем рефлекторным комплексом, который несет больше энергии. Чаще всего этот способ, если и работает, то очень короткое время.
А что делать? Ведь хочется жить без тревожности. Предлагаю вам попробовать метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Этот физиотерапевтический метод исходно создавался для восстановления оптимальной проводимости нервных путей за счет создания путей с минимальным электрическим сопротивлением. Почему я предложил попробовать? После регистрации на сайте вы получаете 5-дневный курс бесплатно. За это время вы сами решите, поможет ли вам этот метод. Как проводится сеанс аппаратной психотерапии? Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Продолжайте тревожиться. По любому поводу. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Через какое-то время вы заметите, что конкретная ситуация вызывает все меньше и меньше тревоги. Достаточно быстро она станет безразличной. Если вы продолжите, то почувствуйте, что эта же ситуация стала вызывать у вас радость. Тревога, раздражение, безразличие, радость – это все уровни, показывающие, что уровень энергообмена мозга повышается. Сколько времени займет избавление от одной проблемы? От 10 до 200 часов сеансов. Все зависит от выраженности и длительности проблемы, а также от среднего эмоционального уровня. Проводите сеансы аппаратной психотерапии или продолжайте жить в постоянной тревоге. Выбирайте только вы. Делайте так, как вы считаете правильным. Я же, с своей стороны, призываю, проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Избавьте свою жизнь от тревожности, добавьте в свою жизнь энергичность, станьте спокойным и уверенным в себе человеком. Будьте здоровы и счастливы. Don't worry.